Музей славянской мифологии. Сейчас начнется концерт. Кто там едет? Кто там едет? Кто там едет? Посмотри на хромой да на ковыле. Это наши сковори. Сковори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Я в Томске наконец-то, после 3-летнего отсутствия. И мы с девочками сейчас идем гуляем по самому центру Томска, нашего прекрасного города. И мы ищем специальные заплатки. И Света нам про них расскажет и обязательно покажет. Вот. Это площадь Батенькова, вот он, собственно, Батеньков. И видите, какое красивое небо, просто вообще с ума можно сойти. Свет, что это такое? О, это арт-заплатки города Томска. Что это значит? Некие энтузиасты решили закладывать выбоины в тротуарах вот таким красивым художественным способом. Да. Делают керамические выбоины. То есть это они типа ремонт такой ямочный делают, да? Да, такой ямочный художественный ремонт. Это так интересно вообще. Вы можете посмотреть несколько новостных статей. Она типа глазированная, да? Она глазированная плитка, да. И еще есть вон там через дорогу. Ну мы туда сейчас пойдем, Мы да? сейчас туда пойдем, да. Но я нашла не все. Набережная какая классная. Тут как раз каменный мост. Ты вроде не обращаешь на них внимания. Это И тут такая бац. А это Еще была? одна. Да. А это с какой стороны? А, это типа окно. Перед нами набережная, которую обосрал Варламов. Мы идем ее посмотреть. А еще убедиться в том, что в Томске что-то происходит. Ну какое утро без кофе? Ну и классика томского трамвайного транспорта. Томск – это студенческий город, здесь много университетов, и классно то, что многие из них находятся в одном районе, то есть они как бы так сконцентрированы на улице Ленина. Очень классно прогуляться, начиная, например, от Новособорной площади, где расположен ТУСУР, это университет радиотехники. Кстати, прямо рядом здесь расположены корпуса медицинского университета, их видно прямо с площади. И затем дальше по скверу можно догулять до ТГУ. ТГУ – это самый первый университет, открытый в городе Томске. Здесь, кстати, училась моя мама. Университет имеет большую территорию, которая называется Университетская роща, и здесь очень уютно, и можно достаточно долго гулять. Следующей остановкой будет научная библиотека университета. Это очень красивое голубое здание, памятник архитектуры, объект федерального значения. Далее, чтобы дойти до Политехнического университета, нужно подняться по довольно-таки крутой горке, в конце которой вы увидите первый и второй корпуса и приемную комиссию. Политех тоже очень престижный вуз, и его дипломы всегда признавались за границей. А вот это Киров. И, может быть, не видно, но у него покрашены сапоги белой краской поверх какой-то другой краски. У кадетского корпуса есть такая забава. Каждый год, когда они выпускаются, они красят Сергею Мироновичу сапоги ночью, а на следующий день их, конечно же, перекрашивают. За ними даже пробовали следить, но
Насколько я знаю, ни разу еще не поймали. Конечно, не стоит ограничиваться только этими местами, если вы хотите погулять по Томску. Вообще, улица Ленина, она вся достаточно красивая, начиная от лагерного сада, прямо от ее начала, там, где проспект Ленина 1, и заканчивая примерно, как минимум, площадью Ленина. Хочется немножко поговорить о способах передвижения по городу Томску. На мой взгляд, самые удобные такие способы — это трамвай и троллейбус. Не знаю почему, вот я как-то их полюбила очень давно, и мне всегда было комфортно. Во-первых, там редко, когда набивается прям полный трамвай, и в целом можно комфортно доехать. Единственное, они, конечно, уже довольно-таки старые. Много из них уже прямо грохочут так, как будто сейчас развалится. Но также есть и новые трамвайчики, троллейбусы, и, в принципе, очень даже удобно. И еще один способ — это такие пазики, маршрутки, как их еще называют. Я их вообще не люблю, никогда не любила. Очень распространенная ситуация, особенно в часы пик, когда пазик набивается битком просто до отвала. Ты заходишь там, например, в заднюю дверь, где-то там тебя прижимают, ты должен пообниматься вообще со всеми людьми, которые там есть. Нужно потом пробираться через всю эту толпу людей, например, к переднему выходу, ну или кричать, чтобы открыли заднюю дверь, передавать там за проезд. Ну, в общем, тот еще квест. Но, конечно, на пазиках можно больше куда доехать. Из приятного, что я заметила, у нас появилось очень много новых пазиков. Они такие прямо новомодные, с наклеечками, с российским флагом. Также очень порадовало, что теперь можно платить банковской картой за проезд, что в трамваях, в троллейбусах, что в пазиках. Вот. Но только в пазиках, конечно же, для этого придется перейти в переднюю дверь. Ты же не будешь карту передавать через весь салон. Также я хочу поговорить об альтернативных вариантах и начну с такси. Такси здесь популярные. Такси Максим, Яндекс.Такси. Устанавливается приложение. Мне пока не очень нравится Такси Максим, потому что они, во-первых, очень долго ищут машину. Во-вторых, водители начинают с тобой торговаться. По поводу Яндекса у меня сложилось более приятное впечатление. В целом они приезжают довольно-таки быстро. Единственное, что там, тарифы бывают скачут в зависимости от времени, конечно же, и от того, куда тебе нужно ехать. И еще один способ, который я сейчас как раз хочу испробовать, это каршеринг. Каршеринг как раз появился в Томске несколько лет назад, и я еще ни разу им не пользовалась. Компания называется Car7, и там просто устанавливается приложение, и потом нужно подгрузить все свои документы. И вот сейчас я хочу им воспользоваться. Я уже посмотрела, что здесь где-то недалеко от меня находится машина. Сейчас я пойду ее искать. Вот, я сейчас нашла через приложение вот эту машинку. Kia Cerato, 12 рублей в минуту. И у меня сейчас еще есть 2 бесплатных минуты. Она достаточно раздолбанная. Вот здесь вот ее бомбанули. И мне нужно будет это все зафиксировать перед тем, как я возьму машину. Я сделала фото повреждений вот этих вот и нажала кнопку «Открыть дверь». Дверь открылась автоматически. И теперь мне предлагают начать осмотр салона. Смотрим, что у нас тут в салоне. Ну, салон довольно-таки чистый, новый. Вообще не вижу каких-то проблем. Ну, по крайней мере, пока. Так, а как ее управлять? Ключа же нет. Она, наверное, будет управляться как-то... нет, ключ есть. Вот он, ключ. Просто машина блокируется и разблокируется через приложение. Попробуем. Руль не с той стороны. И движение машины не в ту сторону. Что я могу сказать? Ко всему можно привыкнуть. Ну что, мне понравилось. Аренда составила 250 рублей за 20 минут пользования машиной. Машина управлялась прекрасно. Потом нужно было еще сделать фотографии, когда ты машину уже припарковал и ее оставил. Аренда завершается, когда ты нажимаешь кнопку «Ключ остается в машине», ты выходишь из машины, закрываешь двери, нажимаешь кнопку «Закрыть двери», двери блокируются. После этого нужно нажать «Завершить аренду». Я так понимаю, что это все. Мне очень понравилось. Сейчас мне надо исполнить пункт номер 1. По-моему, он был в моем списке, а может номер 2, близко. Струганина из Нельмы. В общем, рыба. Белая рыбица. Самая вкусная струганина из Нельмы. Мешается соль с перцем.
Берется рыбка, макается соль, перцы и выжимается на нее лимон. И под водочку. В общем, сейчас будем пробовать. Едим струганину. Это Нельма. Познакомьтесь. Нельма. Саша, Марина. Нельма. Берем Нельму, макаем в маковину. Соль с перцем. Лимончик. Водочку. Рыбку. Что-то еще надо знать про струганину. Больше ничего знать не надо. Вкусно. С приездом. Вначале водку. Дубль 3. Продолжаем. Дубль 3. Водочку. 18+. Хорош. Ну, делитесь впечатлениями. А вкусно что-то. Восхитительно. Ну какая поездка в Россию без бани? Ну, конечно, никакая. Я сегодня буду испробовать вот такую шапку. Я ее как раз только купила. Хочу взять с собой в Австралию. Такая шапка. Конечно же, в планах хорошо попариться, пообливаться из бочки холодной водой. Вот знаете, это такое прямо что-то такое, чего, ну, действительно не хватало. А в Австралии есть сауна, у нас в тренажерном зале, куда я хожу, есть сауна, но это все-таки немного не то. Плюс это, знаете, ну вот туда сразу приходит много людей, да, и нет такой культуры, вот, что ты именно пошел, вот как-то отдельно компанией, например. Вот, ну, по крайней мере, я такого не встречала. Если вы где-то видели, дайте, пожалуйста, знать, потому что, ну, это очень круто. Это одна из моих любимых бань в Томске. Она называется Forest Club и находится немножко за городом в районе село Зоркальцево. И на ее территории есть несколько отдельных банных комплексов. Вот такая вот купель с холодной водой. Сам такой домик, очень красивый, современный, в деревенском стиле. Сейчас мы туда зайдем. Тут внутри раздевалка. Тут есть все для хорошего отдыха, для посиделок. Душ, туалет. Ну и, конечно же, сама парилка. Такая здоровская. Небольшая баня. Вот у нас будет 5 человек. Для компании вообще будет самое то. Не буду пудриться, белиться, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Не буду с милым я знакома, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. И, конечно же, за время моего отпуска мы несколько раз встречались с моими друзьями и прошлись по своим самым любимым местам. В Томске за время моего отсутствия, конечно же, открылась уйма каких-то интересных мест. И вот сейчас я собираюсь пойти в одно очень интересное место с прикольным названием «Субкультура». Я как раз голодная, специально готовилась, не ела. Там можно купить суп и съесть его вместе с чашкой. Сейчас посмотрим, что это вообще такое. Не в ту сторону. Здравствуйте. Большое спасибо. А это мой, да? Ага. Неустойчивый, если куда-то его ставить, нужно обязательно придерживаться. Хорошо. Спасибо большое. Такой совершенно невероятный супчик с сухариками, грибной и вообще классный. Мне кажется, что надо как-то быстро его съесть. Но не знаю, насколько вот эта прочная штука. В общем, сейчас посмотрим, как у меня получится с ним справиться.
но очень вкусно. На вкус как хлеб. Мы только что вышли из музея славянской мифологии. И вот здесь вот надо мной видно, что там горит крыша. И там на крыше был концерт. И я когда брала билеты на этот концерт, я вообще, не представляла, что это будет. Мне показалось, все, какое-то мероприятие на крыше, классно, надо сходить. Но знаете, вот шла, вообще ничего не ожидала. Мы с подружками пошли, и это было так круто. Выступал Северский музыкальный симфонический оркестр. Там были солисты. Программа была настолько интересная, насыщенная. Уровень вообще мероприятие был такой, что прямо поразительно. И я вот сейчас уже записываю после того, как я сходила, свои впечатления, но я вам сейчас покажу немножко, и, о боже, я бы ходила сюда каждую неделю, наверное, хотя бы раз в месяц. Во-первых, это очень классно, когда на крыше, на открытом воздухе, сегодня нам еще с погодой повезло. Но, во-вторых, качество звука такое здоровское, и атмосфера очень приятная, уютная, и люди все такие открытые. Я в таком восторге, что я даже не знаю, как это описать. В общем, смотрите. Музей славянской мифологии. Сейчас начнется концерт. Ждать лишь тебя одну. Судьба моя — это ты, это ты. Надо загадать желание, и тогда оно сбудется по щучьему велению, по моему хотению. И что же мне загадать? Наверное, чтобы вернуться в Томск в ближайшие 3 года, как мне тут только что посоветовали. Так, в следующем году. Или никому нельзя говорить, а то не сбудется. Сбудется. Так, все сбудется. Вот сюда? Сюда. Да. Та-дам. Приехав в родной город спустя 3 года, я чувствовала себя буквально как турист, который не может расстаться с камерой. Я никак не могла надышаться этим воздухом, нагуляться по своим любимым местам. Меня постоянно тянуло заходить в какие-то старые здания и наслаждаться вот этой вот архитектурой и историей, которой она пронизана. Представляете, даже в здании своей стоматологии у меня потянулась рука за камерой, потому что там сделали ремонт, где есть вот такие витражи, висит старая карта города Томска и даже вот такая вот шашка, которую нашли в процессе реставрации здания. Причем там некоторые, смотри, прям такие типа русские народные, да, а некоторые такие как... Блин, классно.